Друзья, всем большой привет и доброе утро, кто уже проснулся. Сегодня речь пойдет о защитнике или же альтернативном его названии объект 252У. Судя по информации, которую нам предоставил Wargaming во вчерашнем видео Карины, его скоро будут продавать за золото, как я понимаю. Поэтому сегодня хотелось бы обсудить, как на этой машине играть, кому она подойдет. Так что давайте во всем будем разбираться. Присаживайтесь поудобнее, берите чай, кофе, покушать, и мы начинаем. Объект 252У, либо же защитник, это, кто не знал, друзья, это один и тот же танк. Они абсолютно одинаковые, за исключением просто внешнего вида. То есть защитник у нас выглядит таким образом, в советском камуфляже, с надписями. На него нельзя будет прикрепить камуфляж, к сожалению. А вот объект 252У это более альтернативный вид, похож на ИС-5, как видим. На него уже можно подцепить любой камуфляж, который вам нравится. Сразу могу авансом сказать, что это крайне сильная машина. В настоящем рандоме имеет шикарное орудие, то есть мы видим, что у него пушка 9 уровня, 120 мм, имеет бронепробитие 225, 440 альфы. Разброс, конечно, как обычно у советов 0.44, долгое сведение, ДПМ в районе 1760. Да, не самая скорострельная, но играть от альфы на тяжелых танках Советского Союза это, как мы знаем, одно удовольствие. Поэтому машина однозначно к покупке рекомендуется мной. Ребят, конечно, это шикарный танк, отличная возможность его купить. Пока что на данный момент я не знаю, сколько он будет стоить, к сожалению. Как видите, у меня голды нет, и я его к себе, к сожалению, купить сейчас не смогу, увы. Хотел бы, да, действительно, потому что машина реально классная, но не всегда бывает так, как мы хотим, да. Поэтому, друзья, если у вас есть деньги и вы хотите себе приобрести сильный танк, который будет фармить, будет приносить вам удовольствие и позволит набивать большое количество урона, защитник обязателен к покупке точно. Это очень сильный прем танк, который будет радовать вас каждый бой, даже если закинет к десяткам. По сборке давайте с вами разберемся. По оборудованию в него имеет смысл поставить либо сборку на максимальную скорострельность и точность. Это вентилятор, стабилизатор и досылатель, что позволит вам иметь ДПМ в районе 2100 практически. Разброс будет 0.41, сведение 3 секунды. Либо можно поставить закалку для того, чтобы увеличить ваши очки прочности. Но, конечно, закалку, друзья, я не рекомендую ставить. Лучше собирайтесь максимально на точность. Также я видел, друзья, еще многие ребята собирают его альтернативным способом, то есть сюда ставится вентилятор, вместо стабилизатора ставят улучшенный прицел. Потому что танк обладает довольно неплохой стабилизацией, но все же я считаю, что лучше ее улучшать все-таки через стабилизатор. И в идеале поставить на него боновое оборудование. По перкам экипажа обязательно у командира должна быть выкачана лампочка 100%. Дальше у нас идет боевое братство, ремонт и все остальные перки вы уже подбираете сами. Сейчас мы с вами посмотрим Collision модель, после чего перейдем в бой и посмотрим, как эта машина фармит и наносит урон. Поехали в Collision. Collision модель этого танка выглядит таким образом. Видим, что у нас ВЛД 130 мм имеет приведенку 402 в щеках, НЛД 140 мм имеет приведенку 233. То есть в лобовую проекцию вас пробивать вряд ли в ВЛД кто-то сможет в принципе. Есть уязвимая зона, это люк мехвода, но в него вряд ли кто-то попадет. Из такого прям яро уязвимого это башни, как обычно, то есть вот эти вот два лючка, которые будут пробиваться точно в крышу, вас никто в лобовой проекции пробить не сможет. Имеет шикарный борт 100 мм, приведенка там сумасшедшая, плюс есть фальшборд, в который кумули залетать не будут. По броне танк очень бронирован. Вас даже в НЛД, ребята, пробивать не будут, потому что там при довороте корпуса броня уже 260. С восьмерками будете танковать на ура. С танками уровнем повыше, особенно с кумулями всякими, конечно, уже броня не будет так ролять, но благо этот танк будет играть с восьмерками часто, учитывая какой рандом сегодня. Потому по бронированию это точно годный танк, который будет прощать вам ошибки. И если вы новичок, который, опять же повторюсь, ищет себе сильного фармера, это отличный шанс его себе заполучить. Поэтому, в принципе, по Collision проходимся еще раз. Уязвимые зоны, если играете против него, это лючки. Это НЛД под прямым углом, но только в том случае, если у вас пробитие от 240. Если меньше, вряд ли вы его пробьете сюда. Плюс, если скилловый игрок против вас попадется, вы его будете пробивать только в лючки. Благо, они не маленькие, то есть в них выцелить на ближней дистанции вполне реально. В остальном, если видите этот танк в прицеле и у вас пробивная голда, грузите голду, потому что по-другому его будет очень трудно пробивать. Теперь давайте посмотрим бой и поговорим более детально о тактике и как на нем играть в целом.
поехали в бой. Бой у нас, друзья, на карте Химмельсдорф забросила игрока с ником Sausages на, скажем так, такой не самый приятный сетап. Не самый плохой, но и не самый приятный, с 9 уровнями. Есть также семерки, благо девяток не сильно много, но они довольно бронированные, особенно Е75, то есть это крайне плотная тачка. По оборудке у него вентилятор, прицел улучшенный, досылатель, дополнительная инструкция на вентилятор, что также улучшает характеристики машины. И видим, что он играет с доп-пайком. Говоря о машине, кому она подойдет, друзья, сразу скажем так, я понимаю, что не все из вас посмотрят бой до конца, и это нормально. Так что буду, скажем так, в начале максимально информативен. Этот танк подойдет любому абсолютно игроку, который хочет себе найти хороший тяжелый танк для прокачки экипажа, либо же просто для фарма. Защитник является одним из самых сильных премиум танков в игре. Я думаю, с ним может посоревноваться только новый ВЗ, который за Чехию, то есть не ВЗ, ну вы поняли, который на 2 снаряда танк. И защитник, видим, что в этом бою игрок будет использовать мало обычных снарядов, то есть будет играть на подкалиберах, которые пробивают 265 мм. В бою с девятками это в принципе правильно, тем более это премиум танк, сможет фармить даже на голде. Но я, конечно, не рекомендую фармить на голде, лучше старайтесь играть на обычных ББшках, там пробитие 225 нормально, все зависит от цели. Тем более, если он едет наверх, здесь, скорее всего, будут СТшки, он и обычным снарядом их пробьет. В бою будет нанесено большое количество урона, поэтому мы с вами увидим танк во всей красе. Кому он подойдет, вернемся к этому вопросу, да. Машина подойдет любому, опять же, игроку, кто хочет получить хороший танк. Это правильный выбор, танк крайне сильный, отлично имеет бронирование, прям просто шикарное бронирование. Если еще играть правильно, понимать, как танк танкует, зная основы танкования, на нем вы будете вывозить каждый бой. Приятный геймплей. По орудию, конечно, машина не самая точная, не самая приятная, но в целом броня и подвижность этой машины, она компенсирует неточную пушку. Плюс еще альфа 440 на уровне, друзья, это шикарный показатель. Действительно, пушка прям 9 уровня, оно так и есть. Вы, когда на этой машине выкатываетесь, даете альфу, это просто кайф. Поехал игрок изначально, как мы видим, на гору. Я считаю, что в таком бою это в принципе имеет место быть, такой сетап разъезда. Видим, что у нас встречный бой, флаг у нас находится на ЖД-полотне. Я ненавижу встречные бои, не знаю, друзья, как вы играете. Для меня это прям боль, страх и страдания, потому что я люблю дамажить. И вот эти встречные бои, их никто никогда не играет так, как видели разработчики. Насчет конкурента я говорил, что вот... Сказал Ваза, но ошибся. Это Шкода Т-56. Тоже очень сильный премиум танк на сегодня. Мы о нем также сделаем обязательно обзор. Покупая защитника, вы приобретаете хороший танк, который способен радовать вас просто каждый бой, да. Тут больше, в принципе, ничего и не скажешь. Можете закрывать видео. Шучу, конечно. Давайте будем смотреть бой. А я вам напоминаю, если вам нравится контент, подписывайтесь, пишите комментарии. Согласны вы со мной или не согласны. Я все комментарии читаю, отвечаю, поэтому большое всем спасибо, кто подписывается и пишет. Комментарии, соответственно, пишет. Еще один шот забрасывает по Шкоде Т-56. У него, как видим, уже 1500 урона имеется, 1100 натанковано. Он стоит спокойно, набрасывает своими подкалиберами по целям. Сейчас доберет ИСа шотного. Очень уверенно стоит, понимает, что делать. Первый фраг у него есть. По разъездам видим, что вражеские танки находятся на банане. Там союзные машины их, конечно, сдерживают. Но, тем не менее, Е75 еще пока что фуловый. И он для него может составить реальную конкуренцию в этом бою. Я себе не изменяю, бой не смотрел перед тем, как начать его комментировать. Поэтому будем разбираться вместе с нами. Вместе с вами, прошу прощения. Выезжает на 103-го. 103-й довольно-таки тоже неплохой танк. Имеет пробивное орудие. Забрасывает ему 440 в НЛД. Соответственно, 103-й начинает на него выезжать. Как видим, создает острый угол, благодаря чему 103 его не пробивает. ВЛД его может, в принципе, выцеливать на голде. Почему он сомневается, я не понимаю. Дает еще один шот в НЛД. 103 по нему не стреляет. Пуляет сзади в союзный Самуа. Хотя, в принципе, угол щеки, то есть он от него отвернул. Он мог его пробивать, я думаю. Но, тем не менее, выбрал другую цель. Светится Шкода Т-56, она шотная для защитника. Видим, что других танков здесь нет, ему нужно просто вываливаться и убивать его, тем более он в КД, потому что разрядился по СМУА. Выкатывает на него, спокойно сводится в щеку башни и пробрасывает. Машина крайне интересная и действительно желанная, это хороший вариант его сейчас приобрести. Я уверен, что много игроков его сейчас купят, потому что ТТХ у машины в целом, они очень достойные, и таких танков, ну,
правда, их мало. Таких премиум машин, которые могут, ну, действительно радовать каждый бой. Светится Е75, дает он сходу по нему, попадает в угол башни, снаряд уходит, к сожалению. Видно, что выше есть револьверзе, это будет более приятная цель, но тем не менее он решает разряжать потихонечку Е75. Ставят его союзники на каток. 3300 урона у него уже есть. Как видим, буквально за 5 минут боя, да, он нанес уже большое количество урона, потому что пушка альфовая, а играть, друзья, от альфы в наше время это всегда приятно. Дает дальний выстрел по прогетто. Как видим, пушка позволяет забрасывать, то есть я не могу сказать, что она, конечно, блин, не точная. Глядя на характеристики, да, сухо, если оценивать машину в ангаре, она, конечно, ну, косая. Но, как мы видим в бою, и таких боев, друзья, много. То есть не думайте, что я взял там первый попавшийся реплей и вам показал. Нет. Таких боев действительно много, где сходу и на дальние дистанции пушка забрасывает. То есть если улучшать стабилизацию машины, таких выстрелов у вас будет гораздо больше, чем без стабилизатора. Как на нем нужно играть? Какая тактика? Это танк однозначно первой линии, если вы с восьмерками. Это танк прорыва, который, ну, грубо говоря, это ИС-7, да, на 8 уровне. С шикарным бронированием и не самым комфортным орудием, но тем не менее. Вы должны ехать вперед, разминать противников. Ваша броня будет позволять вам это делать. Тем более вот сейчас он стреляется против Т-20, который танк 7 уровня ни черта ему сделать никак не сможет в лобовую проекцию, ни голдой, ничем. Опасные танки для вас это высокоуровневая техника, соответственно, и всякие ПТшки, типа там Исухи, 152 у кого там в голде реально большое пробитие. Такие танки, да, вас будут карать. Но остальные машины с обычным бронепробитием, 8 уровень, многие девятки даже, они не смогут вас пробивать, потому что действительно у него ВЛД сумасшедший, и НЛД тоже очень хорошая башня. Вот только единственная уязвимая зона, это вот эти лючки. Как видим, они не самые маленькие, то есть сюда будет пролетать урон. И это нужно понимать. Это единственная такая, да, ярко выраженная ахиллесова пята у этой машины. В остальном танк крайне сильный. Особенно в текущем рандоме, когда многие играются в таких, не скажем, что прям позиционных боях, в турбосливах, где просто вы выкатились с союзниками, раздали урон. Вот, кстати, танкнул он ИСУ-152 гусеницей. Если бы этот парень был более сдержанный, он смог бы, я думаю, выцелить его более точно. Так вот, бои у нас часто турбачи. Главное не ехать одному против 5 танков, ехать с союзниками. Если вас прикрывают, вы можете на этом танке дамажить очень-очень хорошо и очень даже уверенно. То есть можно выкатываться, в принципе, прямо на прогу, добирать ее. Когда видите там один танк шотный, второй на 2 выстрела, можно смело выезжать и убивать. Ну, сходу, как видим, был бы стабилизатор, я думаю, он бы прогу добрал. Но учитывая, что стаба у него нет, это не самая приятная пушка. Стабилизацию точно нужно улучшать. Это советский танк, они не обладают прям какой-то сверхстабилизацией. Там только у СТшек все в порядке в этом плане. 200 пробития у револьверзе, он его никак не пробьет. При всем желании, даже под прямым углом. Потому что у защитника там 230 НЛД, 300 мм ВЛД, куда? Только в крышу разве что. Остаются всего 3 танка противника, это Кайен и 2 артиллерии. Нанес он в этом бою уже 5700 урона, 1800 натанчил. Абсолютно фуловый, не потерял, ну практически не потерял очков прочности. Немного ему сняла только артиллерия, остальные танки ничего не смогли сделать. Как видим, это, друзья, показательный бой. Городская карта, я от того и выбирал такое, чтобы вы видели, как он ведет себя вот прям в идеальных условиях. Почему выбрал такой бой? Потому что вот эти все бои, там Малиновки, Прохоровки, это все скукота, вы понимаете, что это в 10 боях вы на этих картах будете максимум 1 раз, и исход зависит только от вас, поэтому скукота, стоялова и прочее, я стараюсь вам такое не показывать. Светится ГВ Тигр, посмотрим дальний выстрел, попадет, не попадет. Спокойно сводится. Полное сведение, альфа, к сожалению, не вылетает, прям с повышенная, которая могла бы добить эту машину. Но, тем не менее, это для него, судя по тому, что я вижу, 4-й фраг сейчас будет, да? Если не заберет 103-й. Успевает Тигр забрать союзного 103-го, который поехал. Непонятно почему, если честно, он сюда поехал. Светится Кайен. Кайен очень ДПМная машина, то есть на этом танке можно разминать другие танки. Я вообще советую качать ветку суперконкерера, это как называют многие топ-блогеры Чифтейн, который можно выкачать. Да, не такой он, конечно, крутой, как Чиф, не будем обманывать друг друга, но танк действительно хороший, в принципе, имеет место быть в вашем ангаре. С Кайеном он должен стреляться, в принципе, смело выезжая на него. Я не думаю, что Кайен для него это какой-то особо сложный противник, потому что у защитника очень хорошая
Опять же, повторюсь уже, не знаю в который раз забой бронирование, и здесь Кайен ему ну ни черта не сделает. Разве что под таким прямым углом в борт, и то вряд ли. Кайен, как видим, топовое орудие на нем стоит. Но что-то он не старается его выцеливать. Возможно, игроку повезло с такими прям противниками нулячими, да, будем откровенно говорить. Ставит точку в жизни Кайена, 7500 урона, 2000 натанковано. Давайте, пока он едет за артиллерией, друзья, подведем итог. Если, опять же, повторюсь, вам нужен хороший танк, это хорошая возможность его приобрести. Тем более разработчики говорят, он будет продаваться за игровое золото. И это, я считаю, это плюс, потому что есть много игроков, у кого много голды, там у кого-то карты там Альфа-банка или еще каких-то банков, которые позволяют, это не реклама, не подумайте, позволяют просто зарабатывать голду. Я сам был обладателем такой карты в свое время. И если у вас накопилось достаточно золота, опять же, я не знаю цену, то есть я без понятия, сколько он будет стоить, буду надеяться, что прям не очень много, то есть многие смогут его себе приобрести, потому что я бы с радостью приобрел, опять же, но, к сожалению, у меня пока такой возможности нет. Так вот, машина зайдет всем, кто любит тяжелые танки точно, потому что это, ну, опять же говорю, это сильный танк, очень сильный, у которого просто нет конкурентов никаких. Есть 3 с механизмом заряжания, я сам являюсь обладателем этого ИСа-3, друзья, но по сравнению с защитником он не такой крутой. Да, там есть барабаны, все такое, но броня, подвижность там на порядок хуже. И здесь есть все, что должно быть у тяжелого танка. Есть хорошее пробивное орудие с большим уроном, есть неплохая динамика, есть хорошее бронирование. А что еще нужно? Поэтому, друзья, если я ответил на ваш вопрос, брать или нет в этом видео, ставьте лайк, подписывайтесь и до новых встреч. Увидимся в новых видео. Пока-пока.